И, ребят, всем привет! Хочу для начала принести извинения перед видео, потому что видео получилось не совсем хорошего, имеется в виду по качеству записи. Нет, то есть там 720p, все нормально. Дело в том, что когда я делала именно это видео, я пользовалась другой программой записи вместо Фрекса, и я ту программу неправильно настроила, точнее сказать, я ее вообще не настраивала, я думала почему-то, что по умолчанию там все нормально, но, как оказалось, все совсем не так, и поэтому первая часть видео, я укажу вплоть до какого момента, она будет очень сильно, не знаю как, лагать. Но это не интернет, конечно, лаги, а имеется в виду то, что там будет рассинхрон, во-первых, в некоторых моментах голоса и анимации, вот, и во-вторых, игра будет очень сильно подтормаживать, опять же, из-за того, что была тупо неправильно настроена программа для захвата изображения на компьютере, поэтому надеюсь, вы немного свыкнетесь с этим, потому что, ну, перезаписывать смысла я не вижу, да и невозможно. В Шерлоке Холмсе «Преступление и наказание» нету возможности делать свои собственные сохранения, там только автосохранение, и поэтому как бы откатиться и вернуться назад совершенно нет возможности, только если пройти до конца дела и переиграть. Но так как я хочу уже закончить эту игру, извините, но я не буду этого делать, так что спасибо за внимание и попробуйте насладиться летсплеем. What's up, с вами Карина и Индиана, и это очередной мой ночной летсплей по Шерлоку Холмсу. Да, меня так конъюнктивит все продолжает мучить, но дело не в мне, не во мне. Мы продолжаем стойко играть в Шерлока Холмса, проходить. Надеюсь, мы его максимально будем быстро проходить. Да, и как обычно, это ночной летсплей. Играю только по ночам. Тоже моя фишка. Играть по ночам. Одно бывает незаменимым. Это то, как подвисает эта чертовая игра. В общем, она висит, ты даже ничего не делаешь. Ты можешь стоять тупо смотреть, как Мартин Хэмиш поливает цветы, и она зависает. Ладно, хватит жаловаться. От 0 FPS до 20, до 30 скачет то 18, то 17, 15, 19, 13, 9, 17, 15, 16, 21, 20. Скачет, как в Бэтмене прям в последнем. А все потому, что у кого-то руки кривые. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all.
He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. И какой у него образ жизни был? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Ну, слава богу, что на ladies, а не на boys. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kью-Гарденс before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Да, какой-то ты подозрительный, Мартин Хэмиш. What is Похоже your на opinion индусах. of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Как у него голос смягчился при упоминании этой Маргарет Уайт. Я говорю, без женщин тут не может обойтись. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Я же говорила, мухоловок. Are you aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Блин, этот конъюнктивит меня запарил. Так, по-моему, тут находится. Ну ладно. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house.
We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kью-Гарденс, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kью-Гарденс. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kью-Гарденс. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kью-Гарденс, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kью-Гарденс in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. Woohoo! We shall see you again soon. Побежим смотреть вещи. Так, что тут у нас? Офис директора. Отлично. Locked. Довольно-таки неплохой, типичный кабинет той эпохи, викторианской. Сколько обуви. Пижама. Видимо, часто ночевал тут. Ля Шампейн. Champagne. Montague Dunn had good taste. Целых 3 бутылки. Вино. Коньяк. French wine. A remarkable vintage. Видимо, тут какая-то посиделка намечалась. Еще вино. Да что с таким количеством алкоголя даже не посиделка, а попойка. Newspapers discussing Kью-Гарденс. Новые виды растений. Коллектив Кью-Гарденс рад объявить об успешном выведении нового сорта ячменя, полностью морозостойкого. Он получил название сибирский ячмень. Мистер Мартин Хэмиш, сумевший культивировать этот сорт, расскажет о нем на пресс-конференции, которая состоится утром в следующий понедельник.
Моя дорогая Маргарет Уайт, которую упоминали в диалогах. С учетом нашего последнего разговора, полагаю, для вас будет лучше оставить свою должность Кью-Гарденс. Как вы точно указали, вы более не нуждаетесь в моей поддержке, вы вполне способны самостоятельно добиться успеха в этом мире, по вашим словам. Что ж, я возвращаю вам свободу и искренне желаю удачи. Монтегю Дан. И она его за это убила. Книги, по-моему, прямо перекочевали с преступления... Ой, боже мой. С последней воли Шерлока Холмса. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Когда вижу вот такие бутылки, сразу вспоминаю Биошок Инфинит. Сейф. Конечно. Мы все можем. Давайте вломимся в сейф директора бывшего. Ясно, ясно. Нет! Гребаная игра. А! Мгм. Вы видите, да, каждый раз прибавляется. Сначала было по 2, потом было по 3. О! Я ошиблась. Ну ладно. Короче, 2, 3 и 5. Мой дорогой друг, позвольте мне выразить разочарование по поводу вашего последнего письма. Я плачу, чтобы вы защищали... я плачу. Извините. Чтобы вы защищали меня, а не обвиняли. Кью-Гарденс — это королевское учреждение. Нам предоставлена великолепная возможность путешествовать по миру и сохранять наиболее удивительные и редкие виды растений. Наш долг — защитить эти виды и от тех, кто может пожелать использовать их для сомнительных целей. Этот божественный синдикат, о котором вы говорили, не имеет никаких прав на такие ценные растения. Вспомните случай 14 июня 1889 года. В связи с этим даже читать не умею. В связи с этим я вынужден повторить свою просьбу нотариально закрепить разрешение на эти растения за Кью-Гарденс. Документы были вам отправлены в понедельник. П.С. То есть по скрипту. Увидимся во вторник в Бодлс, как всегда, Монтеги. Ну, к сожалению, он уже не увидит. Мистер Дан,
Заметьте, поэтому от божественного синдиката. Мы настоятельно просим вас в последний раз вернуть там наших сестер. Это не только про растения? Ладно. Вы не имеете права держать их у себя. Они не ваша собственность. Ваше так называемое разрешение – фальшивка. Вы прячетесь за ложью, которая была сообщена прессе по поводу инцидента 14 июня 1889 года. То, что вы сделали, отвратительно. Будьте уверены, мы никогда не отказываемся от членов своей семьи. Мы доверились вам и жалеем об этом. Божественный синдикат. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Долг мисс Маргарет Уайт мистеру Монтеге. Рента за съем комнат на Оксфорд-стрит. На Оксфорд-стрит. Деловая. Стипендия на учебу в Лондонском университете. Кредит, взятый в Гамильтоне. Услуги портных дома Редиган и ювелиров из Берксы и сыновья. Кто-то любит жить непосредственно. Так. Мисс Уайт и мистер Дан недавно поссорились. Монтеге Дан планировал уволить мисс Уайт из Кью-Гарденс. Ой. Нет. 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 Значит, все. Уходим. Итак, продолжим. Попробуем. Открыто. И что у нас тут есть? Защитное снаряжение. Точно такая маска, которую мы нашли в костре, которые пытались... Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Но это очевидно, что кто-то скрывал улики. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? И одного костюма не хватает. It appears as though the protective equipment is missing from here. Окно до чего грязно, что ж не видно улицу. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. No. We will not open it. We will open it, but later. Much later. Let me search for some clues in this room. And then we will go
And The employee's cloakroom. Констебли, он, видимо, был знаком с констеблями, блями. University of Cambridge Botanical Section. Университет Кембриджа. Кембриджский университет, я не знаю, как более интереснее. И раздел по ботанике. A botany book. Ну, тут написали как книга по ботанике. Ну да, можно и так. И все. Мы ее не откроем. Давай. Тут написано. This student's book belongs to Albert. Рупитье. По-моему, это когда на второй год остаются. Всякие. Бутылка. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. И для чего это вообще было? О, фонограф. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Еще один привет Биошоку Инфинит. I don't hear anything. Да, чего-то не хватает. Нужно ставить цилиндр и прослушать. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Study report. О, мы же... Моя долбаная мышка. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ну вот ты не можешь, чтоб не подъебать, Ватсон. Вот ты не можешь, а? Что за человек такой? Так, аккуратно, плавно. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Еще раз. Several Аккуратненько. drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Я аккуратненько имею в виду, надо плавно нажать на клавишу мыши, чтобы не проскипалось. И... Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. И... Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Это работа для... Нет, не для Весемира, это работа для Тоби. Так, но сначала мы самым наглым образом ворвемся в гардеробную. Так, давайте для начала глянем. В общем, это уже не первая подобная наша головоломка в этой игре. Ну, по сути, тут ничего такого прям тяжелого нет, просто нужно сосредоточиться. И знаете что? Лучше мой совет начать именно с вот этих вот. Потому что именно под это мы и будем подстраиваться.
Вот так, чтобы рисунок был виден. Вот так вот. Теперь. Все по порядку. Мгм. 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 Так, ладно. Ну, я делаю, так сказать, по памяти. Я же помню, что там нам нужно будет. М. Так, рисунок у нас тут только вот такой, да? А, вот оно что. Нет. Так, ладно. М. Мгм. Мгм. Так, короче, хватит фигней заниматься. Все, делаем. М. Нет, так, это мы эту оставляем, а эту мы... А, Ух, сколько усилий надо, чтобы это сделать. Ну, давай. О, господи. Так. М. Не, это будет вот так. Мы уже это... А это будет... Так. Вот у нас соединение идет. Ой, 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 ой. М. 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 Ну, вот так вот. Open. Сезам, откройся.
И сезам открылся. Интересно, сколько мы уже играем? Так, ладно. Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. Я же не успела почитать. Так, аккуратненько нажимаем. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Дорогие мама и папа, мне сложно просить вас о помощи в этом письме. Мои расходы на обучение и жилье оказались больше, чем я ожидала. Боюсь, в скором времени я уже не смогу оплачивать их. Я знаю, у нас в прошлом были разногласия, но неужели вы будете столь бессердечны, что позволите вашей дочери не закончить учебу из-за недостатка денег? Конечно, позволить не закончить учебу. Маргарет, капец. Вот. Она только бумагу зря истратила. Шляпка, диплом и аккуратно. These jewels must be worth a small fortune. Это, видимо, то, что я этот Ментуги понакупал. Дорогая Маргарет, я знаю, насколько сложно ваше нынешнее финансовое положение. Пожалуйста, позвольте мне заверить вас, что я не оставлю вас один на один с этой проблемой. Я родился в состоятельной семье, и я сочту за честь, если вы примете мою помощь. Ваш преданный слуга Альберт. Да посмотрите, это прям какой-то любовный... Нет, это даже не треугольник, это четырехугольник. Какой-то многогранник. Вот дают. Вот что женщины могут, как мужчины, манипулировать. Посмотрите только, это же беспредел полнейший. A vanity purse. It is of high quality. Вы это, наверное, тоже слышите. У меня, как обычно, открыто окно. А, да, спонсор этого стрима... даже не блатняк, я даже не знаю, что это такое. Какая-то идиотская музыка с улицы. Сейчас говорю, в этом письме от родителей будет отказ. Маргарет, с удивлением получили от тебя письмо. Как тебе пришло в голову просить деньги после стольких лет с момента твоего ухода, когда ты даже не думала о нас? Ты никогда не рассказывала нам о своих успехах в университете, но решила это сделать сейчас? Мы считали, что ты стыдишься нас, поскольку мы не принадлежим тому высокому классу, что и твои новые друзья. Да, мы скромно живем, но тебе следует научиться ставить семью на первое место, как мы это делаем дома. И никто из нас не запятнал свою репутацию так, как это сделала ты со своим нанимателем, мистером Даном. Нет, Маргарет, это ты заставляешь нас стыдиться тебя, твои родители. Я же говорила. Перед записью надо, наверное, язык... Я боюсь даже сказать это слово, потому что вы 100% подумаете о чем-нибудь плохом. Как-то разрабатывать, а то... О, шкафчики. Давайте... Martin Hamish's locker. Снеки. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Мистер генеральный секретарь. Меня еще удивляют игры, которые даже в наше время заставляют человека читать. Много читать. Это хорошо. Последние события в Кью-Гарденс заставили меня вновь подать заявление на должность управляющего. Как я указывал в предыдущих письмах, считаю, что лучшего кандидата вы не найдете. Пока мистер Мантики-Даун был жив, я понимал ваши откаты. Ой, господи, отказы. Они были вызваны политическими соображениями. Но теперь Кью-Гарденс погружается в хаос. Как я могу стоять в стороне и позволять это? Как могу я доверить все неопытным людям с отсутствующей мотивацией? Я вынужден просить вас ускорить принятие решения, чтобы я мог полностью заняться делом и избавиться от мысли об этой неопределенности. So cold. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Ну, конечно, он же ботан. Имеется в виду не этот ботан, а
ботаники, по-моему, тоже изучают химию. Фаза, отец и я, Father and Кью-Гарденс. I, Kью-Гарденс. Все правильно. Стой на стреме. Если что, кликни. Albert's locker. Столько учебников, сразу видно студентов. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. I see. Он хотел пойти на кораблестроение, а его отец заставил пойти на ботана. Вот так всегда. У меня та же самая история. A rejection letter from the British Royal Naval College. Он не прошел. Школа Королевского военно-морского флота, Центр подготовки Лондон. Сэр, к сожалению, сообщаем, что несмотря на ваши превосходные результаты на внутренних экзаменах, мы не можем принять вашу школу Королевского военного флота. Ваш отец, мистер Монтики Дан, выразил намерение рекомендовать вас на должность директора Королевского ботанического сада в Кью, из чего следует, что он не позволит вам пройти годовое обучение в нашей школе. Примите наши наилучшие пожелания по поводу вашего будущего в Кью-Гарденс. Искренне ваш Д.М. Лемарчант, директор Центра подготовки военных моряков. Ой, вот родители любят разрушать жизнь своих детей. Так, применим талант. И что же я вижу? Young Albert, standing with a woman in front of London University. И что нам это дало? Так, все? Больше же ничего? Тогда пришло время, вы знаете для чего. Пришло время допросить ту дамочку, и мы вернем. Я вообще-то надеялась вернуться чуть позже, но я думаю, что мы можем тут просто These young проморгать plants что-нибудь. must be delicate if they are kept in the nursery. Заметьте, сегодня игра намного лучше работает. Видимо, вчера что-то все-таки, наверное, мешало. И да, я вернулась к Фрексу обратно. Да. По-моему, он намного лучше справляется с работой. A glasses case. It is empty. Потому что они на носу у Хэмиша. Боже мой, какой бардак. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Капец признавательно. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kью-Гарденс. Да, тут ботанический сайт университета Оксфорда. Или Оксфордский университет. This Сертификаты. certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Ну, как видите, сами уже. Он все сказал. Ну, тут всякие дипломы. Видимо, Мартина An Хэмиша тоже. award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. За великолепные... Что-то написано, ботанические исследования. Ой-ой, сколько тут всего. Да он прям вообще супер-пупер. Да, походу тут больше ничего нет. Кто-то выкинул бюст.
этого Дана. It is a bust of Montague Dunn. Эта штучка откололась от этого бюста. Давай. Да ты издеваешься, давай поворачивайся. Вот видите? Да, и мы что-то пропустили там. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Кто-то стукнул Дана этим бюстом. Бюста Дана стукнули Дана. А потом выкинули сюда. Думали, что никто не увидит, никто не будет расследовать. Ну да. The seeds of plant species are stored here. Интересно, интересно. Горшки. Еще горшки. Тут что-то закрыто. И горшки, все. Locked. Open. А вот и сама мисс Уайт. Но сначала мы все обследуем. Прямо на ее виду все обшарим. То есть тут окно открыто, и мы могли бы за кем-нибудь проследить из этого окна. Это стол Альберта, я так думаю, судя по картинке. Он же любит корабли. Ну да. Так, аккуратненько. A book about ships. Nothing at all to do with plants. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Получается, за кем-то следил. Ой, окно закрылось, господи. И тут тоже можно было следить. Надо найти этот стол этой Уайт. Семена. Архивы. Ну все, значит, у нас больше ничего нету. Иди сюда. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good Вот day же to you too. полис, а? Вот же Oh, I do beg your полис. pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great Нет, не я. detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kью-Гарденс. Are you working on a case? Тебя засадить.
У меня тоже такие руки. Ну, я... Да. Я только что себя выдала с потрохами. Че я и понять не могу. А. Я же видела только что. Раньше это называлось пиксель-хантингом. Вы посмотрите, тут ничего нету. Ничего нету. Да что такая-то мышка дебильная? Иди отсюда, ты мне мешаешь. Да вы издеваетесь. Ладно, Карина. Так. Это просто какой-то ужас. Это просто какой-то... This shit ridiculous. Это просто... Вы понимаете, что это какой-то безумный пиксель-хантинг? О, господи. Вот только не надо глючить, я тебя умоляю. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Она что-то скрывает. Она совсем не грустит о нем. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Врешь. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kью-Гарденс are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him.
It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kью-Гарденс know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying, it is obvious. Так. Так, давайте вот это тут мы закончим основное, а потом... Фух, аж запыхались. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ой, мне стыдно. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ой, вот он. Хватит их поливать. Наполивался уже. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kью-Гарденс? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Ты врешь. Не. Objection, как Феникс Райт говорит. I do not think so. This photograph of you and your father at Kью-Гарденс suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kью-Гарденс together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father?
Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kью-Гарденс. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ну, ты знаешь хорошую поговорку. То платит, тот и заказывает музыку. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know, but it has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ну, нам снова придется переться на Бейкер-стрит. Увидимся там. И вот мы снова на Бейкер-стрит. Так, что нам нужно было? Газеты, значит. Так, 89-й год, да? Скандал в божественном синдикате. Газета The Strand. Божественный синдикат последователей Верховного Божества Тревана или Тревана, я не знаю, собирающийся на 48-й Гроссвеннор-стрит, Карлтон-Роуд, защитники растений и деревьев, о господи, Гринпис, короче, стали объектом административного разбирательства. Руководитель этой организации подозревается в финансовых махинациях. Дело может дойти до суда. Между тем, против данного расследования выступили многие высокопоставленные лица. На самом деле, это частная организация, ставящая целью защиту природы и объединяющая многих влиятельных людей, включая себя и представителей оппозиционной партии. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kью-Гарденс. Но сначала дедукция. Сколько у нас тут всего. Учеба Уайт. Нет, не то я хотела. Нет, уйди. Ой, не то. И не то. Мотив Хэмиша. У Мартина Хэмиша был мотив. Он считал, что Дан сломала ему и его отцу жизнь, присвоив всю славу за их работу. Хэмиш мечтал возглавить Кью-Гарденс, но понимал, что это невозможно, пока жив Дан. Учеба и социальное положение Маргарет Уайт полностью зависели от денег Монтегю Дана. Ну, хоть что-то за единицу.
У Альберта был мотив убить отца, Монтекю Дана. Дан разрушил мечту Альберта поступить на службу во флот. Убив отца, Альберт мог отомстить и получить... Нет. Вы видели этого тщедушного чувака? По-моему, это все. Ой. Видите? Все, это все. Пока что это все. Ну, я с вами буду прощаться. Увидимся в следующий раз. Я думаю, это уже будет заключительный выпуск по этому 5-му делу. Там будет расследование с Тоби. Потом мы поедем... там еще... Господи, это вообще до хрена и больше проходить. Но я постараюсь за час уложиться. Спасибо всем, что смотрели. И до скорой встречи.